Для большинства из нас центр Харькова – это Сумская, Пушкинская, Ярослава Мудрого и так далее. Эти улицы – лицо нашего города. Они отображают его сущность и атмосферу. А тем, кто хочет копнуть немного глубже и окунуться в историю старинного Харькова, рекомендую прогуляться по более отдаленным улочкам и переулкам. Сегодня я хочу рассказать вам об истории переулка Воробьева. Он расположен совсем недалеко от улицы Пушкинской, но почему-то незаслуженно забыт. Переулок имеет интересную историю и хранит в себе много тайн. К сожалению, сейчас переулок пребывает не в самом лучшем состоянии. Итак, рассказываю историю одного из самых загадочных мест в Харькове. Переулок Воробьева, который раньше назывался Скрипницким, появился в нашем городе еще в начале XIX века. Старое название объясняется тем, что раньше переулком возили воду из Белгородского колодца, и повозки скрипели. В 1936 году Скрипницкий переулок был переименован в Ломоносовский, а в 1938 году переулок получил современное название в честь анатома Владимира Воробьева, действительного члена Академии наук и заслуженного профессора. Воробьев известен тем, что бальзамировал тело Ленина по собственной методике и был одним из основателей анатомического театра Женского медицинского института. Самое известное здание в переулке расположено под номером 8. Это был анатомический театр Женского медицинского института. Его построили в 1911 году по проекту архитектора Алексея Бекетова. Это типичная архитектура стиля модерн. Здесь выставляли на показ тела с различными аномалиями или уродствами, а на цокольном этаже находился дом прощания. В этом городском морге с помощью подземных вод поддерживали температуру 8 градусов. Здесь также преподаватели вскрывали на глазах у студентов трупы в учебных целях. Преподаватели учили на занятиях будущих врачей, как делать разрезы. Обычно препарировали трупы бездомных. Также здесь проводились специальные лекции. Кандидат биологических наук и историк Зоя Петрова рассказывала, что занятия в этом анатомическом театре начались в октябре 1910 года, но тогда строительство здания еще полностью не завершилось. В театре девушки изучали строение человеческого тела. Там должна была быть и лекционная аудитория. Женский медицинский институт просуществовал до 1920 года, а потом его объединили с медицинским факультетом, где обучались мужчины. В советское время была тенденция все объединять. В 1918 году начали проводить переговоры, но случилось это только через 2 года. Тогда образовалась Харьковская медицинская академия, рассказала историк. Зоя Петрова отметила, что рядом с анатомическим театром находился музей Женского медицинского института, который организовал академик Владимир Воробьев. Позже в этом помещении открыли станцию и цех, в котором впервые в Харькове приступили к фасовке лекарственной вакцины в ампулы. В советские времена театр закрыли, а потом здесь находился Киевский районный суд по делам несовершеннолетних. Сколько он просуществовал, сложно сказать. Сейчас здание в заброшенном состоянии, а окна забиты досками. По словам очевидцев, их заколотили во время съемок фильма «Дау» про нобелевского лауреата Льва Ландау. Высокие деревянные стены здания вносят в эту улицу особый колорит. Во время съемок милиция оцепила не только переулок, но и часть улицы Воробьева, к которой он прилегает. Пропускали туда исключительно автомобили киношников,
а всем остальным приходилось ехать в объезд. Кроме заброшенного здания номер 8, в этом переулке находится еще несколько интересных строений. Например, в доме номер 6 жила Марка Вовчок, известная харьковчанам своей повестью «Институтка». Хоть Марка Вовчок проживала тут короткий промежуток времени, для Харькова это значительное событие. Здание под номером 6 было построено в конце XIX века. Сейчас оно находится в ветхом состоянии, но с тех пор сохранилась лепнина, которую можно увидеть на фасаде здания. В 1889 году Иван Бунин со старшим братом Юлием жил в доме номер 12, который стоял между двух синагог, солдатской и купеческой. В какой-то тихой улочке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина. Вот так описывал это место Бунин. Юлий снимал квартиру здесь, потому что рядом был центр и при этом аренда стоила очень дешево. В доме номер 15 на переулке Воробьева находилось кондитерское предприятие Иллариона Муравьева. В 1880-е годы имущество родителя разделили его сыновья Ефим и Федор. Первому досталось кондитерское заведение на Екатеринославской улице, а второму – булочная и кондитерская. Уже в 1890 году на этом месте производили кондитерские, мармеладные, хлебобулочные и макаронные изделия. Продажами продукции фабрики руководила жена Федора Марья Афанасьевна. Федор Муравьев умер еще до революции, между 1910 и 1915 годами. Марья Афанасьевна продала фабрику, оставив только кондитерское заведение и булочную. 13 ноября 2008 года в переулке Воробьева был найден пакет, из которого раздавалось характерное тиканье часов. Сотрудники милиции и СБУ в течение нескольких часов работали на месте, где был найден на первый взгляд опасный пакет, и только после этого приступили к обезвреживанию. После тщательного изучения эксперты приняли решение обезвредить пакет прямо на месте и опасный предмет взорвали. Остатки взрывчатки отправили на исследование, где эксперты установили, что самодельное взрывное устройство было достаточно невинным и ничего опасного в нем не было. Это был муляж. Было предположение, что найденный предмет всего лишь реквизит, ведь меньше месяца назад киношники снимали фрагменты фильма «Дау». В марте 2021 года появилась новость о том, что переулок Воробьева хотят сделать пешеходным. Представители молодежных организаций рассказали мэрии о том, как здесь провели фестиваль «Сами Собі Фест», где работали ярмарка, фудкорты, выставки художников и проводились различные лекции. По словам активистов, этот переулок мог бы стать открытым пространством для проведения культурных мероприятий. Власти города Харькова идею поддержали и пообещали разработать проект комплексного благоустройства этого переулка. Такой вот он переулок Воробьева в городе Харькове. В наше время прогулки по этому переулку вызывают интерес не только у любителей уединенной прогулки, но и у фотографов. А также такие пейзажи подойдут для фотосессий очень креативным парам молодоженов, которые ищут острых ощущений и особенно трэша. Здесь этакий портал в 19-й, начало 20 века. Как его еще называют, переулок мертвых душ. Благодарю за внимание. С вами был Алекс Моторный. До новых видео и встреч на канале. Подписывайтесь. Удачи и всем мира!